Всем привет! 3 дня назад хозяин Вольвы услышал в рулевой колонке вот такой характерный стук. С ужасом, думая, что это поломалась рулевая рейка, он приехал ко мне, чтобы я проверил. И я проверил. Это был рулевой карданчик. Вот такой. Теперь карданчик у нас новый есть. Ну как новый БУ, но в отличном состоянии. Будем его менять. А что остается делать? Все лучше им ограничиться, чем переборкой или заменой рейки. Стоимость несоизмеримая. Ну что, загоняем в гараж и начинаем. Скидываем коврик и начинаем разбирать облицовки для удобства. Отдираем боковушку. Теперь надо вот эту штучку снять. Все это на защелках. Осторожнее их не поломать. Вот видим рулевой вал. Рулевой карданчик, к какому мы пытаемся добраться, находится под резиновым защитным кожухом. Чтобы до него добраться, нужно снять этот кожух, а предварительно нужно снять коврик, отогнуть его. Никто не обещает, что тут будет очень удобно все это делать. Вот примерно так. Тут на нем проволочное кольцо. А вот он под верхним защитным колпачком. Отгибаем его от кольцо. Вот его нужно сжать, и тогда вот эта штучка снимется. Предварительно снимаем вот этот вот подшипничек, который дает вращаться резинке на рулевом валу без всяких скрипов. Ну, попытаемся снять. Вот так вот. Отгибаем все это хозяйство вверх. Вот болтик пошел у нас откручиваться. А руками он не хочет идти. Правда, вот таким накидным. Да, не очень удобная процедура. Еще веселее будет добираться до нижнего болтика, который там крепится. Сейчас еще попробуем, как сверху или снизу к нему подобраться будет. Болтик держится до последнего и не хочет вручную идти. Только из-под ключа. Вот мы выдернули рулевой вал из карданчика, из верхнего соединения карданчика.
Отводим его в сторону. Рулем крутить не рекомендуется в этот момент. Видим болтающийся карданчик. Вот что издавало эти веселые звуки. Теперь, чтобы его снять с входного вала рулевой рейки, нужно открутить вот этот болтик. Не знаю, его можно сделать это только, наверное, только на ощупь. Шестигранник у него на 10. Ну, попробуем сейчас сверху. Стал я нижний болтик. Это было нелегко. Ну, по крайней мере, сверху все это удалось сделать. Теперь надо вытащить сам рулевой карданчик. Он, разумеется, приржавел к рейке и очень туго на ней сидит. Вот тут придется помучиться. Или его отмачивать ВДшкой сейчас придется, или применить что-то типа гвоздодера. Аккуратно не разрушить рейку только при этом. Сейчас будем мучиться. Вот этот ужас мы извлекли из автомобиля. Вот так он выглядел. Полностью сгнивший. То, что он такой влажный, это я его сейчас поливал унисмой и ВДшкой, чтобы снять его вот с этого вала в этом клеммном соединении. Он очень туго шел, пока его случайно не догадался отверточкой сюда вот расширить. Хотя подобраться там было очень тяжело. Он алюминиевый, а вал стальной на рулевой рейке, поэтому все это закономерно. Вот такой люфт он имеет. Это и было причиной стуков в рулевом. А вот этот наш свеженький шарнирчик без люфта. И сейчас мы будем его устанавливать обратно. Сборка, как говорится, в обратной последовательности. Уж вот эти все соединения я теперь смажу графиткой, чтобы следующее поколение мастеров не так мучилось, как я. Очень неудобно нижний болтик и откручивать, и закручивать. Пальцы туда практически не лезут, поэтому только накидным ключиком по четверти оборота. Ну вот, подсобрали немножко. Подсоединили рулевой вал. Остается одеть обратно этот кожух с этим кольцом и собрать пластик и коврики. Вот так должен крутиться руль, без всяких стуков. Всем пока. Вот так должен руль крутиться на Volvo, без всяких звуков. Так что если у вас вдруг что-то там захрустело, не спешите впадать в отчаяние. Это может быть не рулевая рейка, а всего-навсего карданчик.